Можно ли приготовить овсяную кашу в аэрогриле? Да, можно, если вы готовите в жаропрочной форме с закрытой крышкой. В этом видео я покажу 5 простых и вкусных рецептов с овсянкой в аэрогриле. Вы спросите, почему же не приготовить овсянку на плите? Ответ прост. На плите за овсяной кашей нужно следить и уменьшать огонь, смотреть, чтобы она не убежала. В аэрогриле вы поставили кашу и все готово, само собой, мешать ничего не нужно. В этом видео я покажу рецепты не только овсяной каши в аэрогриле, но также мы приготовим овсяную запеканку, гранолу и овсяный шоколадный кекс с малиной. Первый рецепт – это самый обычный базовый рецепт овсяной каши, который большинство людей готовят на завтрак. Берем жаропрочную форму, у меня стеклянная, для духовки с крышкой. Кладем туда одну часть овсяных хлопьев, у меня примерно 45 грамм, и 2 или 3 части воды. В моем случае я хочу, чтобы каша была более жидкой, добавляю 2 части воды и 1 часть молока. Можно добавить 1 часть молока, 1 воды. Кладу в аэрогриль на силиконовый коврик. Очень удобно, потому что форма не скользит и не портит покрытие. Выставляю режим выпечка, ставлю температуру примерно 180 градусов 15 минут. Ничего с кашей не делаю, даю ей прогреться, приготовиться. Кстати, овсянку я использую долгой варки. По окончании времени оставляю овсянку примерно на 5-7 минут в аэрогриле отдохнуть. У меня аэрогриль с 2 тенами. Если же у вас аэрогриль с 1 теном, понадобится готовить намного больше. Я бы сказала, в 2 раза больше, чем готовлю я. Если у вас не получается овсянка в аэрогриле с 1 теном, еще хороший совет добавить не холодную воду, а горячую воду. Тогда овсянка приготовится чуть быстрее. Вода уже горячая, и ей не нужно будет долгое время нагреваться. После этого получается очень вкусная кремовая каша. Всем приятного аппетита! Добавляем кусочек сливочного масла, я люблю добавлять банан. Если любите совсем сладкую овсянку, добавьте мед, кленовый сироп или сахар. У меня это просто банан и сублимированная малина. Также люблю добавлять корицу. Идеально подойдут орешки. Всем приятного аппетита! Простая вкусная овсянка готова. Сейчас поделюсь интересным способом соленой овсянки. Это не сладкая каша, для меня это было открытие. Если вы не любите сладкие завтраки, то, возможно, такой вариант вам понравится. Для рецепта я беру разные сыры, которые есть в холодильнике. Можно обойтись обычным полутвердым сыром. Если есть разные варианты, берите все. Нам понадобится все та же жаропрочная форма. У меня стеклянная для духовки, как раз небольшая, идеально подходит под аэрогриль. Кладу 1 часть овсянки, примерно 45 грамм, и 2 части воды. Молоко не добавляю. Немного солим по вкусу и добавляем половину помидора. Помидоры режу на мелкий кубик. Добавляю к овсянке. Тру небольшой кусочек полутвердого сыра к овсяной каше. Все хорошо перемешиваем и накрываем крышкой. Кстати, крышка здесь неспроста. Если у вас ее нет, советую форму накрыть плотно фольгой. Каша должна именно пропекаться внутри. Если у вас в аэрогриле 1 тен, то такие рецепты могут не совсем получиться. Я наливаю во всех рецептах именно холодную воду. Если уже у вас овсянка не пропекается и 1 тен в аэрогриле, то пробуйте налить сразу горячую воду. Ставлю в аэрогриль на режим выпечка 180 градусов 15 минут. Вот такая вкусная овощная каша с сыром у нас готова. Сюда можно добавить еще больше сыра. У меня немного твердого сыра. Конечно же, кусочек сливочного масла. Все хорошо перемешиваем. Овсянка у меня цельнозерновая, она полностью приготовлена. Сверху украшу немного камамбером. Если не любите интересные сыры, то не добавляйте. Камамбер дает такой необычный привкус каши. Вот такая кремовая, вкусная, не сладкая каша у нас готова. Для любителей всего необычного. Отличный завтрак. Добавлю немного семян и орешков. Приятного аппетита! Каша получается кремовая за счет сыра и очень вкусная. В аэрогриле мы будем готовить не только овсянку, но и приготовим гранолу. Используйте все, что у вас есть на полках. Любые орехи, сухофрукты подойдут. Очень вкусно подавать утром с йогуртом. Мне такой вариант очень понравился. В аэрогриль на решетку выстилаю пергаментную форму специально для аэрогриля и кладу 2 стакана овсянки цельнозерновой. У меня есть такие специальные американские чашки. Кладу 2 чашки. По граммам это примерно 160-180 грамм цельнозерновой овсянки долгой варки. Добавляю
клюкву сушеную, разные орехи, семена, миндальные лепестки, грецкие орехи, их можно немного разломать или порезать ножом. Добавляем мед или любой сироп, у меня это пару столовых ложек кленового сиропа, 2 столовые ложки оливкового масла добавляю, можно добавить топленое масло или любое другое масло, которое у вас есть. Здесь подойдет все, что у вас есть на полке. Отлично будет изюм, кокосовая стружка, если любите, абсолютно любые орехи. Я добавляю корицу, потому что очень ее люблю. Все хорошо перемешиваем, стараемся разложить овсянку в один слой. Я ставлю опять выпечку, но это не обязательно. 150 градусов, 15 минут. Такой рецепт получится и в аэрогриле с одним теном. В середине времени я немного перемешаю наши хлопья и отправлю доготавливаться до конца времени. Пусть вас не смущает, что овсянка немного где-то мягкая. Я все хорошо перемешиваю и даю ей постоять. После она затвердеет. Вот такая хрустящая вкусная гранола у нас получилась. Вкусно подавать с греческим йогуртом, она отлично хранится в закрытой таре. Я пересыпаю в емкость, закрываю крышкой. И у меня практически готов завтрак на каждый день. Подавать очень вкусно с греческим йогуртом. Посыпаем сверху гранолой, я добавляю банан и сушеную малину. Получается очень-очень вкусно. В последнее время это один из моих любимых завтраков. До этого, кстати, я не была фанатом гранолы с йогуртом на завтрак, но теперь кушаю ее практически каждый день. Овсяную кашу можно приготовить в аэрогриле по типу запеканки. Для рецепта понадобится все та же цельнозерновая овсянка долгой варки. Именно такую обычно я покупаю в магазине. Зерно менее шлифовано и содержит больше витаминов в себе, поэтому отдаю предпочтение именно такой овсянке долгой варки. Любые сухофрукты, орехи, свежие ягоды, греческий йогурт и 1 банан. На этот раз у меня железная форма специально для аэрогриля. Кладу одну часть овсянки, примерно 100 грамм, добавляю в 2 раза больше воды, столовую ложку семян чиа, они здесь послужат таким загустителем. Если у вас их нет, можно попробовать добавить псилиум, измельченный лен или даже одно яйцо. Добавляем любые орехи, семена, которые у вас есть, можно добавить изюм. Я добавляю кокосовую стружку. 1 банан у нас тоже будет служить как загуститель. Разминаем его вилочкой и кладем к овсянке. В конце добавляем примерно 3 столовые ложки греческого йогурта. Все хорошо перемешиваем. Можно добавить корицу, ванилин, все, что вы любите. Здесь получается большая порция. Я убираю решетку и кладу прямо на дно чаши, чтобы наша запеканка приготовилась лучше. Ставлю режим выпечки 160-170 градусов, примерно 20 минут. В аэрогриле с одним теном готовим примерно при 160 градусах полчаса. Наша овсянка а-ля запеканка готова. Получается очень вкусно и нежно. В конце можно украсить любыми ягодами или фруктами. Всем приятного аппетита! Для еще большей сладости можно добавить любой сироп или мед. Покажу вам, как выглядит. Она довольно плотная, хорошо держит форму, но ее легко сломать лопаткой. И вы видите, что она получается очень кремовая. Украшаем на свой вкус и подаем к столу. В последнем рецепте покажу интересное сочетание, где овсянка – это десерт. Не просто завтрак, но мы приготовим из овсянки шоколадный кекс с малиной. Для рецепта понадобится 2 яйца, 1 банан, овсянка, которую мы перемалываем блендером или в кофемолке. Я же использую овсяную муку, у меня она уже готовая, перемолотая. Какао, горький без сахара. Также понадобится кефир, разрыхлитель и замороженная ягода. 1 банан измельчаем вилочкой, можно это сделать в блендере. Добавляем 2 яйца, все хорошо перемешиваем. И добавляем 80 грамм овсяной муки, 10 грамм горького какао,
пол чайной ложки разрыхлителя, корицу, я люблю побольше, и кефир 160 мл. Этот кекс получается не сладким, я не добавляю никакой подсластитель, но если вы любите сладкий кекс, то добавьте сахар, любой подсластитель, например, эритрит, стевию, все, что у вас есть дома. Все хорошо перемешиваем и будем раскладывать по формочкам. Я использую небольшие керамические формы для жульена, для крема-брюле, они стандартные, продаются во всех магазинах. Смазываю кокосовым маслом, можно смазать топленым маслом или сливочным маслом. Добавляем в каждую форму немного теста. Такого количества теста идеально хватило на 4 такие формочки. Каждая форма 9 см в диаметре и 5,5 см в высоту. Сверху добавляю замороженную малину, ее предварительно не размораживаем. Малина сверху может гореть, поэтому утапливаем ее в тесте. Можно добавить замороженную голубику или клубнику, порезанную на кусочки. Выкладываем в аэрогриль, ставлю режим выпечки, примерно 150 градусов 20 минут. В аэрогриле с одним теном готовим при 150-160 градусах примерно полчаса. С виду будет выглядеть, конечно, не очень эстетично, многим не нравится такая горочка, которая появляется частенько в аэрогриле, но это происходит из-за горячего воздуха. Если вам такой эффект не нравится, то, скорее всего, вы не приготовите этот рецепт. Но поверьте, сочетание шоколада, сочетание какао, малины, овсянки очень вкусное. Если внутри тесто сырое, то попробуйте накрыть верх фольгой, чтобы верх не горел, а внутри они пропекались. Такой десерт подаем прям сразу, пока он теплый. Получается очень нежно и вкусно. Чем дольше постоит кекс, он станет тверже и более сухим. Всем приятного аппетита! Вкусно! Спасибо всем за внимание, за просмотр данного ролика. Надеюсь, он для вас был полезен и интересен, и вы для себя открыли новые методы приготовления овсянки в аэрогриле. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как именно вы готовите овсянку в аэрогриле. Поделитесь своим любимым рецептом. Я думаю, что всем будет очень интересно почитать и узнать новое для себя. Пишите, какой из рецептов вас удивил больше всего. А мы с вами увидимся в новом видео. Всем пока-пока, до скорых встреч!